Привет, друзья, с вами Алекс, из Китая. Сегодня мы продолжим знакомиться с ночным Макао. Макао, в прошлом португальская колония, и португальское население все еще присутствует в Макао. Португальский язык тут повсюду, названия улиц на португальском, дорожные знаки также дублируются на португальском. Кругом слышна португальская речь. Лучший сезон для посещения Макао, на мой взгляд, осенью, с октября по декабрь. В это время самая приятная погода, солнечно и практически нет дождей. Также неплохо прогуляться по улочкам китайской Португалии весной, в период с марта по май. С июня по сентябрь субтропический климат. В это время Макао заливают муссоны и грозовые дожди, небо серое, временами в этот период в город приходят тайфуны. Макао находится всего в 60 километрах по Южно-Китайскому морю от Гонконга, а отличается от своего китайского родственника разительно. Еще в 16 веке этот кусочек Китая стал португальской колонией, и только в конце 1999 года, как и Гонконг, приобрел статус специального административного района Китая. Здесь свои законы, своя валюта, своя правовая, судебная и таможенная система, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Португалия за 4 века не могла не оставить ощутимый след в Макао. Португальский язык является официальным, наравне с китайским, и большинство живущих здесь португальцев китайский язык учить даже не пытаются, это ни к чему. Хотя основное население и состоит, в основном, из местных уроженцев и китайцев из соседней провинции, выходцев из Португалии здесь также довольно много. Как следствие, много и смешанных браков, в таких семьях в ходу, обычно, 3 языка, португальский, китайский и английский. Вообще, по-английски здесь говорят не так хорошо, как в Гонконге, но, все же, гораздо лучше, чем в Китае. Названия улиц и прочие указатели в Макао дублируются на китайском и португальском и оформлены, часто, в португальском стиле. Правительство охотно вкладывает деньги в развитие инфраструктуры, образование и медицину. Богатые китайцы едут в Макао учиться, лечиться и спускать миллионы в покер и рулетку, а португальцы учат китайских детей английскому, все счастливы и довольны. Уровень безработицы в Макао – один из самых низких в мире. Здесь довольно легко устроиться на работу, особенно на должность, не требующую высокой квалификации. В историческом центре материковой части Макао у меня в сознание произошло наложение культурных слоев. Португальский архитектурный стиль знаком мне по путешествиям в Европе, китайцам уже привык за время нахождения в Гонконге и материковом Китае. А на Сенатской площади эти образы совместились в одну картинку, площадь в европейском стиле со старинным собором XVI века, но полностью заполоненная китайцами. А вот от собора Святого Павла остались только руины главного фасада, на который можно подняться по лестнице с обратной стороны. Но жителей города и туристов больше привлекают парадные ступеньки. Как и в Европе, здесь любят не только на них фотографироваться, но и просто расположиться дружеской компанией и устроить пикник или просто поболтать. Совсем рядом, старинный форт, также XVI века. С его стен приятно любоваться материковой частью Макао. Туристы любуются видами на город и пушками, направленными на гигантское казино Лиссабон. Ну и конечно, ощущение страны было бы неполным, не отведая ее кухни. Безусловным моим фаворитом стали португальские тарталетки и слоеного теста с нежной запеченной яичной начинкой.